Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. На просторах интернета появилось очень увлекательное интервью режиссера и композитора долгожданного фильма Creator the Past, создатели прошлое, и Эстер Рива Аббате для мультикультурного клуба Димаш. Нужно отметить, что для Эстер это был дебют. На мой взгляд, получилось блестяще. Лично я таким дебютом похвастаться уж точно не могу. Полное видео обязательно смотрите в источнике, ссылку мы оставим в описании под этим видео. А здесь я постараюсь передать темы, которые нам показались наиболее интересными. Также напомню, что Димаш исполнил главный саундтрек к этому фильму Across Endless Dimensions. Интервью началось с того, что режиссер присел около маленького озера возле своего дома и ответил на интересующие вопросы Диарс. Сначала Пьер рассказал немного про себя, о том, что с 4 лет он начал петь, и родители сразу же распознали в нем талант. Карьера юного певца началась с национальных фестивалей 70-х годов. Далее Пьер начал учиться игре на пианино, а уже в возрасте 10 лет поступил в консерваторию. Пьер писал произведения для пианино, учил композицию и дирижировал оркестром. Таким образом, стремление сочинять было замечено в нем с самого детства. Ведущая эфира Эстер обратила внимание на то, что Димаш также начал сочинять музыку с раннего детства. И с того момента интервью разговор пошел о фильме и о Димаше. Пьер назвал его гением, сказал, что по его мнению это лучший голос планеты. Не только самый красивый, но и необычный, неземной. После того, как Пьер услышал голос Димаша в интернете, то сразу попросил своих менеджеров разыскать и связаться с артистом. К слову скажу, что запрос в интернете был «лучший голос мира». Помощники разыскали Димаша в Казахстане. Ну, разумеется, где же ему еще быть? По словам Пьера, они сразу же прониклись друг к другу симпатией. Мы увлеченно общались на музыкальные темы, и Димаш пожелал исполнить Across Endless Dimensions, рассказал Пьер. Как вы уже догадались, это главная композиция в фильме. Всего в картине 75 музыкальных тем, 24 из которых вошли в сборник. Также уверен, вы знаете, что Димаш поет эту песню в конце, в титрах. Лицо Димаша будет показано крупным планом в момент исполнения. Далее Пьер рассказал, что музыка была написана специально для оркестра. После этого она была адаптирована к голосу Димаша, с той целью, чтобы Димаш смог развернуть свой фантастический диапазон. Также из этого интервью мы узнали, что Димаш доставил немало сложностей при написании этой песни. Из-за вокального диапазона Димаша для работы над песней были приглашены 3 певцов. Певец с низким голосом, певица и еще сопрано с очень высоким голосом, чтобы достичь цели. Но даже сопрано не смогла спеть так, как Димаш. У меня у одного чувство гордости распирает за Димаша. Или вы тоже что-то почувствовали? Если да, обязательно поставь лайк этому видео. Также Пьер рассказал одну интересную историю. Когда он пригласил Димаша прилететь на промоушен фильма в Италию, первое, о чем они поговорили, были бабушки и дедушки Димаша. Речь шла о том, что он не хочет навредить им из-за эпидемии коронавируса, которая, как вы знаете, не обошла стороной и Италию. Из общения с Димашем Пьер сделал вывод, что он очень добросердечный, скромный и простой человек. А также подметил, что это необычайно для таланта такого рода. Также в беседе были затронуты и острые темы. Пьер сказал, что мог бы хоть завтра привезти Димаша в Италию и организовать ему концерт. Проблема в том, что в Италии он еще не очень известен. К сожалению, подчеркнул режиссер. На телевидении предпочитают певцов и актеров из 70-х годов, которые в Италии имеют высокий уровень известности. Знакомая ситуация, правда? Пьер возлагает большие надежды на фильм. Он надеется, что после премьеры картины Димаша удастся показать на итальянском телевидении и организовать для него концерт. Разумеется, когда откроются стадионы. Также Пьер сказал, что организовать концерт Димашу было бы для него большой радостью. Тем более для этого у него есть все необходимое благодаря прошлой работе. Одним словом, опыт есть. Мы тоже каждый раз, переключая каналы телевизора или радиоприемника, делаем это с надеждой наткнуться на любимого артиста. Но пока
все тщетно. Ведущая эфира Эстер своей историей подтвердила, что во всех странах, к сожалению, одни и те же проблемы. Эстер рассказала, что они обращались на радио Сан-Ремо и в другие места, но никто не обращает внимания. Друзья, канал Алга Петербург исправит эту ошибку. Также Пьер сказал: «Я думаю, что именно сейчас тот момент, чтобы сделать Димаша известным в Италии, так как он действительно гениален. Он в состоянии делать то, что не могут другие. Я являюсь большим фанатом и Фредди Меркьюри, и Майкла Джексона, но он съел всех. Он не из нашего мира». И опять не обошлось без счастливого случая. Там, где Димаш, всегда происходят чудеса. Помните, как Димаш чуть ли не последним рейсом покинул Китай перед закрытием страны на карантин? А сольный концерт в Москве? А в Киеве? То-то же. Так вот, премьера фильма Creator the Past должна была состояться 19 марта 2020 года. Все было готово. Но этого не произошло. И, как сказал Пьер, это большая удача. Почему? Да потому что если бы фильм вышел, то через пару дней закрылись бы все кинотеатры во многих странах мира. А это, друзья мои, ни больше, ни меньше потерянный фильм. Правда, Димаш, везунчик? Разумеется, в интервью не обошлось и без вопросов о будущем. Пьер заверил, что планирует и дальше работать с Димашем. Так, например, планируется еще одна песня, которую он делает для Димаша. Правда, сейчас пока все временно заморожено. А еще Пьер надеется привести Димаша в Италию и сделать его известным в этой стране. Салют! Очень хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе. От самой идеи до создания этого интервью. И еще раз всех призвать посмотреть это видео в оригинале. С вами был Саша Карельский. До скорого. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.